Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш и серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами разберемся с размером шрифта, что такое UPM и вообще в принципе из чего состоит у нас, скажем так, пространство для работы над контурами наших букв. 1 UPM или Units per M это условная мера измерения объектов внутри непосредственно шрифта. Это не пиксель. Это такая масштабируемая векторная точка в пространстве нашей буквы, в которой мы рисуем, и с помощью нее можно измерять размеры контуров, размеры узлов, точек между собой. Вот. А так как шрифт — это набор векторных различных объектов, а не картинок, то, разумеется, измерять его и называть вот эти расстояния пикселями будет не совсем корректно или даже неправильно. Но в процессе работы над этим курсом я, возможно, буду иногда говорить 1 или там 10 UPM, или 10 юнитов, или 10 точек, или 10 пикселей, подразумевая, конечно же, UPM, потому что иногда на ходу немножко сложно переключиться. Я думаю, мы с вами договоримся так, и в будущем вы меня поймете, что я имею в виду, когда говорю там сдвинуть на 10-20 пикселей в сторону. Для справки, стандартное значение высоты шрифта в FontLab и вообще в принципе, когда вы создаете новый проект, стандартный размер у него 1000 UPM. Из них 700 UPM это высота прописной буквы, то есть от базовой линии, где значение 0, до 700 по высоте. 500 это у нас высота с строчных символов. И сверху дополнительно 50, то есть 750, это с учетом выносных верхних элементов. И снизу минус 250, это с учетом нижних выносных элементов. Суммарно у нас с вами получается 1000 UPM, 1000 юнитов или 1000 точек, вот, из которых состоит непосредственно буква. Разумеется, она будет в процессе работы у нас больше по высоте, чем 750. Вряд ли она будет меньше и ниже, точнее, чем минус 250. Но так или иначе, стандартные значения это 1000. Настраивается это все непосредственно в информации о шрифте, но это все в будущем. Сейчас пока нас это не интересует, мы расположили эту букву по высоте в 700 UPM, нас это полностью устраивает. Если вы не видите пунктирную линию или не видите вот эти цифры, и вам бы хотелось их увидеть, то зайдите в настройки. Выбираем Edit, Preferences, находим вкладку Grid and Guides, и в поле Font Dimension мы можем изменить прозрачность этих пунктирных линий. Если я уберу все в 0, нажму Apply, они у меня полностью пропадут, я их не увижу. Если я выкручу все на максимум, нажму Apply, они у нас появятся. Иногда бывает их нету, и многие спрашивают, как их включить. Вот. Если вы до сих пор не поняли, что такое UPM, и хотелось бы в них чуть-чуть получше разобраться, зайдите на сайт FontLab, и вот в этом разделе, ссылка будет в видео снизу, можете почитать, что это такое, как это высчитывается, что оно себе представляет. Правда, здесь на английском языке, это можно делать с переводчиком, прочитать. Либо можно зайти на сайт и посмотреть статью на русском языке «Размер шрифта и UPM». Здесь тоже достаточно подробно все описывается, что это такое. Вот. И можете также почитать в сайте Medium похожую статью, что за единица измерения шрифта и как вот, собственно, с этим работать, откуда все это пошло и так далее и тому подобное. Возвращаемся на основной слой, в котором у нас находится контур буквы H, над которой мы работали до этого. Переключаем на слой Regular и видим наши 3 прямоугольника, из которых состоит эта буква. Но мы не видим слой фоновый, который добавляли только что. Почему? Потому что отключено его отображение. Чтобы его включить, нужно нажать на глазик, и тогда мы его увидим на фоне. Нажимаю на глазик, и он у нас появляется. Теперь мы можем его повторить или сделать какие-то там иные манипуляции с этим фоном. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте Твой шрифтовый фетиш. Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте Твой шрифтовый фетиш в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.